Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я предлагаю вам вместе со мной собрать несколько образов из одежды, купленной в секонд-хенде. Давайте все образы сегодняшние обсудим в комментариях. Это мой повседневный вариант. Вот в таком виде я сегодня ходила по магазинам, искала одежду в секонде. Очень люблю использовать именно вот такие жилеты. Жилет на натуральном пуху, очень теплый, хорошо заменяет куртку. И первым слоем у меня джемперок, который я показывала вам в прошлом своем видео. Кто не смотрел, посмотрите. Сережки подобрала тоже в оттенок к джемперочку, и глазам этот оттенок ко мне хорошо подходит. Ну и первый образ состоит из простого джемперочка. Обычный белый джемпер, косы, посередине такая большая широкая коса, и джемпер белый. Классический, очень мягкий, не сказать, чтобы он так тонкий был, но и не толстый, вполне себе приятный. И это стопроцентный акрилик, но тем не менее он хорошо себя ведет как в стирке, в носке, и часто я его стираю. Конечно, белый оттенок всегда очень маркий. Сережа с нами будет участвовать также в показе, так что давайте на него не будем отвлекаться. Вот простой вариант, конечно, хочется немножко его разнообразить, что ли, поиграться вот с этой основой. Подготовила я бижутерию, но люблю использовать различные платки, палантины. Вот этот платок тоже нашла в секонде. Это натуральный шелк, очень интересный принт, известный бренд, известный магазин. Здесь породы собак, тоже очень интересный такой сюжет. И, как я уже сказала, платок этот из натурального шелка, вот с надписями, все как мы любим, все очень красиво, оттенки такие золото, зеленый и вот такие даже тут медальоны. В общем, как отличить просто в магазине быстро натуральный шелк или нет, обращайте внимание не только на качество ткани, но и на обработку края. То есть у натуральных шелковых изделий край обработан вручную и выглядит вот так. Конечно, есть варианты определение, натуральный шелк или нет, можно вытащить ниточку и поджечь, но такой варварский способ нереально использовать в момент покупки и поиска каких-то интересных вещиц. Так что обращайте внимание именно на обработку края. И здесь платок, я думаю, что с подписью автора, ну такая уникальная вещица. Буду использовать его. И также захотелось мне подчеркнуть линию талии с помощью ремня. Подобрала ремень вот такого нейтрального оттенка. По такого же оттенка у меня есть и сумки, и обувь, так что легко будет собрать этот образ. Так, Сережа помогает, конечно же, требует внимания. И добавим вот к этому образу платок. Повязывать платки можно различными способами. Самый простой способ – это концы перевести вот на переднюю часть шеи, и можно слегка заправить. Так как платок этот очень тонкий, и он очень хорошо драпируется, шелк также хорошо и согревает, можно вот таким простым способом сделать как бы и первый слой под вот таким простым скучным джемперочком. Можно использовать вот такую сумку с анималистичным принтом, с леопардом. По цвету хорошо совпадает и с платком, и с ремнем. Да, кстати, вот сумки тоже огромную роль играют. Еще один помощник занял столик для показа, хочется ему тоже покрасоваться, но его попросили, так сказать, аккуратненько. Да, в этом образе я использовала вот эту обувь из натуральной замшевой кожи. Это казаки, такие с завлекалочкой, и это тоже известный магазин, Лайки бренд, и тоже часто я их использую. Единственный минус, что они светлые, и, конечно, в слякотную погоду их не надеть. Можно использовать несколько вариантов обуви. Вот такой вариант, мне кажется, очень хорошо подходит, да, к этому образу. И можно использовать вот такой оттенок тоже замшевой натуральной обуви, ботильоны. Хорошо этот оттенок совпадает с оттенком сумки. Напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой из вариантов более удачный. И вот попробовала использовать именно вот рыжие ботильоны под цвет сумки. Но, конечно же, на вкус и цвет, товарищи, нет.
Бижутерия играет огромную роль в преобразовании, в создании образа. Попробовала использовать вот такой браслет, тоже поддерживается этот стиль анималистичный, по оттенкам очень хорошо подходит, их также смягчает этот браслет крупные белые жемчужные бусины, тоже хорошо соединяет вот с самим джемперочком. На мой взгляд, образ собрался, напишите свое впечатление, как вы считаете, что стоит изменить, что не так, по-вашему, так что давайте все это обсудим. Убираем платок, и для того, чтобы закрыть вот эту открытую зону декольте, я подобрала крупное украшение, которое тоже по стилю подходит к ремню. Оно такое крупное, заметное. Конечно же, серьги можно подобрать тоже любые, но я решила выбрать не такие акцентные, чтобы все внимание было привлечено к кулону. Ну и, конечно же, браслет из прошлого образа тоже я убрала, он оказался лишним. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этого образа. Меняем, так сказать, немножко принцип, да, стратегию. Просто решила поменять на классические жемчужные украшения. Взяла крупные жемчужные серьги и винтажный такой винтажные бусы в 2 нитки, на мой взгляд, тоже выглядит неплохо, но так как более классический вариант, конечно, форма выреза горловины должна соответствовать форме бижутерии, так чтобы ложились. Ну вот следующий образ, поменяла джемперочек. Джемперок тоже очень мягкий, очень комфортный, но цвет удачно, скажем, в этом джемперочке сочетается мягкость и вот цвет. Но несмотря на то, что он такой вот как бы толстоватый, состав у этого джемпера тоже очень хороший. Это 65 полиэстер, 35 катон. И полиэстер, я думаю, это вот та пушковая часть, да, которая дает именно эффект, как будто бы это ангора. Рукав 3/4, и он так сделан специально, слегка расширен и прошит, что невозможно его никаким образом другим носить. Но такой интересный джемперок. Единственный момент, что все джемпера, которые я вам показываю, они, конечно, немножко коротковаты. Да, попробовала использовать вот в этом аутфите жемчужные украшения, но так как вот паховая зона открыта, и знаю, что многие этот принцип знают, что с возрастом нужно прикрывать, и я паховую зону прикрыла с помощью вот такой рубашки. Она длинная, она имеет хорошую длину, в общем, сама по себе она очень интересная, но я ее взяла для того, чтобы именно удлинить сам вот этот джемперок, чтобы прикрыть паховую зону. Рубашку эту я ношу как первым слоем, так и вторым слоем она хорошо ложится. И это 79% район и 21% нейлон. Состав тоже неплохой, вполне себе, она хорошо дает дышать коже, она хорошо стирается, ее практически не нужно гладить. Ну и как первый слой эту рубашку тоже я часто использую. Посмотрите, здесь вот паховая зона прикрыта и вроде как уже стала более, скажем, удачным, что ли. Попробовала к этому образу взять длинную нитку жемчужных бус. Жемчужные бусины перемежаются с прозрачными стеклянными, хрустальными даже, я бы сказала, бусинами. Так, здесь у нас что-то, конфликт небольшой произошел. И можно использовать, конечно, сумку. Взяла сумку кипельно-белого цвета, тоже я вам ее показывала, сумка от Liz Claiborne, натуральная кожа. К этому же образу можно использовать и этот платок, который также я нашла в секонде. Очень интересная не только расцветка, но и состав. Здесь есть и голубые оттенки, которые также хорошо будут сочетаться с голубым цветом джемпера, и это натуральная шерсть и натуральный шелк. Состав великолепный. Как я уже сказала, в секонде он мне достался буквально за $1, но в магазине я посмотрела на сайте, эти платки дорогие и палантины. Вот палантин имеет такой принт, как бы в направлении что-то русское в этом есть, как павлопосадские платки. Мне вот эта вот тема напомнила. Конечно же, следует поменять бижутерию. Здесь вот жемчужина никак. Просто взяла мелкие капельки. Это металл, покрытый эмалью. Тоже винтажные серьги. Я думаю, что вот этот синий оттенок, они как бы соединяют оттенок джемпера, оттенок на самом палантине и оттенок сережек как бы вот
вот уводит вот весь этот образ в целом в синюю цветовую гамму. Напишите, пожалуйста, как вы думаете. Так, можно также поиграться с серьгами. Ну и, конечно же, у меня огромное количество винтажных антикварных украшений. И вот это нежнейшее ледяное колье, тоже это винтаж. Можно использовать, некоторые могут сказать, что это как бы вечерние украшения. Не совсем я согласна. Вот камни и какие-то блестящие элементы вполне себе на сегодняшний день реально использовать и в жизни. Есть и серьги-клипсы, но, конечно, на открытой шейке это колье смотрится гораздо лучше. Что вы думаете? Напишите, пожалуйста, тоже, и давайте обсудим это в комментариях, как вы относитесь к винтажным антикварным украшениям. Следующий образ тоже джемперок. Оставила я эти же светлые ботильоны, чтобы была связь, верх светлый и обувь светлая, как у кого небольшой рост, вот этот трюк, он дает немножко такую визуальную как бы гармонию. Джемперок тоненький, тоже имеется вот такие блестящие какие-то вкрапления. Магазин Анна, это недорогой магазин, но джемперок в хорошем состоянии, тоже часто я его использую. Классически можно также его использовать как первый слой, потому что он очень тоненький такой, и такая как бы слабенькая вязка. Низ слегка неравномерен, то есть передняя полочка слегка завышена, задняя часть занижена, но опять-таки вот открытая паховая зона, пожалуйста, напишите, вот меня это, например, смущает, как вам. Сумку использую тоже из натуральной кожи, это сумка от САК, дорогой магазин, тоже сумку эту использую в летних аутфитах часто, она не кипельно-белая, она такая слегка молочная, как цвет слоновой кости, удобная в носке, она легкая, на первый взгляд она не крупная, но она очень вместительная и большое количество карманов. Ручка выполнена из вот такой брезентовой ткани, и есть, конечно же, вставка для ношения ее на плечах. Ну, вот такую сумку тоже часто использую. Классический вариант. Вот этот образ простой, его тоже хочется обыграть, его как-то можно тоже немножко оживить. И вот этот платок, который в прошлом образе играл роль палантина, в этом образе я решила с помощью этого палантина удлинить, вернее, сам джемперок и прикрыть зону декольте. Вот этот вариант тоже я часто использую, он вполне себе рабочий. Можно подобрать бижутерию. К этому образу я подобрала вот такие крупные цепи, это тоже винтажная бижутерия. Есть у меня к этому колье вот и браслеты хорошо подходящие по стилю. Мне кажется, вот выглядит неплохо, повторяет вырез горловины это украшение и как бы немножко оживляет и освежает зону, портретную зону. Можно это колье также слегка удлинить, что будет тоже немножко так хорошо, сам вот оттенок джемпера хорошо оттеняет оттенок вот этого колье. Ну, опять-таки, можно использовать как вот эту сумку с активным принтом. Хорошо тоже сочетается с этим джемперочком. Он вроде как такой бежевый оттенок, но мне кажется, идеально это вот именно вот эта белая сумка из прошлого образа. Давайте тоже это обсудим в комментарии. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Конечно, поиграться с бижутерией тоже хочется. Просто взяла цепь. Она тоже винтажная. По-моему, это Сара Кавентри. Винтажная цепь. Всегда в моде, в любые времена. Это 70-е годы. Также можно использовать вот такие серьги. Это серьги современные, но относительно винтажного возраста. Я думаю, что это где-то 15-й год, 2015 год, вот что-то такое. Но по оттенку тоже хорошо совпадает. Если вы надеваете длинные серьги, то постарайтесь не перегружать именно зону декольте. Либо украшение должно быть длинным, чтобы вот акцент именно на серьгах держался. Есть у меня и вот такой комплект, на мой взгляд, хорошо совпадает, вернее, подходит к этому джемперочку. Это тоже, по-моему, современный. Я думаю, что это 2000-е что-то, но здесь интересен момент, что сочетается двух оттенков металл. И здесь вам, пожалуйста, вроде как индийский такой стиль, но вот сочетание белого металла и желтого металла тоже хорош. Можно использовать вот такой мелкий бисер слегка розоватого оттенка. Вот серьги и колье это не комплект. Серьги это винтажный Эван. Колье, по-моему,
не помню какой компании, но мне кажется, они вместе хорошо смотрятся. Напишите, пожалуйста. Следующий образ. Подобрала вот такой джемперок, он мне служит уже давно, очень люблю, это Кристофер Банкс. И несмотря на то, что такая интересная расцветка, он очень хорошо сочетается со многими там и с джинсами, можно усилить желтый как-то цвет. Состав у этого джемперочка очень хороший, катон 45%, и 55 рамье, тоже очень хороший состав, он хорошо стирается, хорошо в носке, на тело тоже ложится, обратная сторона у него, мне кажется, очень такая интересная тоже. Ну и вот сочетание таких оттенков, переходы от голубого, сочетание вот голубой и такой лимонный оттенок очень удачен, и в принципе, не можно вообще украшений к этому джемперочку не носить, но я подобрала желтый винтажный браслетик, тоже такая графика, то есть фигурная, и серьги из багетных кристаллов, это серьги клипсы, тоже такого лимонного цвета. Вот это серьги от этого комплекта можно подобрать, кстати, вот хорошо ложится именно на вот синюю часть, вот этот желтый кулончик. Ну и кольцо подобрала тоже из багетных кристаллов. Можно к этому джемперочку подобрать что-то более современное. Это тоже, мне кажется, 2000-е. Здесь тоже колье с маркировкой. Ну, конечно же, к этому колье серьги никак не подходят. Можно подобрать либо какие-то мелкие гвоздики в такой же форме. Можно вообще серьги не добавлять, ну, а добавить вот какой-то такой интересный клатч. Мои дорогие, всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.